На Западе заговорили о победе Путина. Срочное заседание в Лондоне. Зеленский делает обращение к россиянам. Что сказал? Путин готов унизить лидеров Европы и вызвать новый гнев Трампа. Громкое заявление из Варшавы о воздушном коридоре для самолета Путина на пути в Будапешт. ЕС в щекотливом положении. О чем речь? Победа или провал? Трамп дал прогноз о дальнейшей судьбе Украины. Что сказал на этот раз? Новый политический скандал в Германии. Мерц пошел ва-банк. Новая риторика канцлера вызывает возмущение. Как пытается завоевать утраченное доверие? Самарканд закрывается и уходит на двухнедельный карантин, но необычный. Историческое событие в Узбекистане. Мужчины рвутся под венец. Новое исследование бьет по стереотипу о том, что именно женщины чаще торопятся в отношения и брак. Детали обсудим. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. В Киеве полицейские пошли под суд. Громкий скандал с дракой у здания военкомата потряс столицу. По данным Госбюро расследований, двое копов жестко накинулись на мужчину возле здания ТЦК. На видео, которое уже разошлось по соцсетям, видно, что правоохранители делают с мужчиной. Все началось с конфликта, мужчину задержали, в автомобиле он распылил перцовый баллончик. Но вместо законных действий полицейские перешли грань, устроили самосуд прямо на улице. Теперь сами оказались под следствием. Один из подозреваемых уже под круглосуточным домашним арестом. Суд избрал меру пресечения на 60 дней, а сам полицейский заявил, что осознал последствия и раскаивается. Полицейским грозит до 8 лет тюрьмы. Напомню, правоохранители принимают участие в мобилизационных рейдах ТЦК. По данным Государственного бюро расследований, полицейские нанесли мужчине многочисленные удары по голове и телу, в результате чего пострадавший получил множественные ушибы. Также известно, что подозреваемые избили мужчину после того, как он распылил в автомобиле перцовый баллончик. Полицейские подозреваются в превышении власти или служебных полномочий сотрудникам правоохранительного органа. В Германии разгорается новый политический скандал. Канцлер Мерц пошел ва-банк и фактически взял на вооружение риторику крайне правых, чтобы отбить у партии «Альтернатива для Германии» их электорат. Об этом пишет Bloomberg. После волны критики за заявление в отношении беженцев о том, что существуют проблемы в городском облике, а именно это высказывание назвали дискриминационным, Мерц не только отказался извиняться, но и еще сильнее надавил на тему. «Мне не за что брать слова обратно», заявил он, добавив, что в немецких городах все чаще становится небезопасно, особенно для женщин. Далее также цитата: «Спросите своих дочерей, если они у вас есть. Все подтвердят, что после наступления темноты есть проблема». Мерц намекнул, что рост миграции напрямую связан с уличной преступностью, тема, о которой часто говорят представители АДГ, уточняет автор материала. Мерц, который когда-то пообещал сократить поддержку крайне правых вдвое, находится под серьезным давлением в связи с ростом рейтингов антииммигрантской партии «Альтернатива для Германии» АФД, которая занимает первое место в некоторых опросах избирателей. Позиция консервативного блока по вопросу возможного сотрудничества с крайне правой партией была одной из ключевых тем заседания, особенно на фоне приближающихся выборов в федеральных землях. При этом Мерц уверяет, что Германия останется открытой страной и будет приветствовать иностранных специалистов, готовых работать и интегрироваться в общество. В Берлине напоминают, что интеграция – это взаимный процесс, а нерегулируемая миграция в систему соцзащиты будет жестко ограничена. Нерегулируемую миграцию в системы социальной защиты мы остановим. Но регулируемую миграцию на наш рынок труда, в наши компании, мы хотим. И мы сделаем многое, чтобы это оставалось возможным в будущем и чтобы наше общество хорошо с этим справлялось. И мы сделаем все, чтобы оттеснить тех, кто считает, что представляет так называемую альтернативу для Германии, уважаемые дамы и господа. Американо-российские переговоры офлайн перед предстоящей встречей Трампа и Путина могут пройти уже на этой неделе. Западная пресса пишет, госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Лавров, вероятно, пожмут руки друг другу уже 23 октября. Накануне между Москвой и Вашингтоном уже состоялся телефонный разговор. Рубио звонил в Россию. На сайте Госдепа США пишут о следующем. Госсекретарь подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении устойчивого урегулирования российско-украинской войны в соответствии с видением президента Трампа. В России же заявили о конструктивных переговорах и написали о связи Рубио и Лаврова еще короче, чем Госдеп Америки.
Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента России Путина с президентом США Трампом. По-прежнему не ясно, когда встретятся Путин и Трамп в Будапеште, однако накануне Болгария заявила, готова принимать предложения от России и рассмотреть возможность открытия воздушного пространства для пролета самолета Путина. Болгарский коллега Лаврова на вопрос о воздушном коридоре ответил так, далее цитата: «А как, по-вашему, должна состояться встреча, если один из ее участников не сможет до нее добраться?» Конец цитаты. Когда прилагаются усилия для достижения мира, если условием для этого является проведение встречи, логично, чтобы такая встреча была организована всеми возможными способами. Путин может устроить провокацию и удар по Польше. Речь не о ракетном ударе, а о репутационном. Внимание, об этом говорят польские дипломаты. Пресса Польши пишет о том, что потенциальный запрос Москвы о пролете Путина над территорией ЕС ставит Варшаву и другие европейские столицы перед сложным выбором. Дипломаты признают, любой вариант будет для ЕС плохим и, в частности, может вызвать гнев Трампа. Польша может оказаться перед сложной дилеммой в отношении возможного пролета российского президента. Если мы откажемся, это разозлит Трампа, который будет оказывать давление, заявляя, что Путин летит на мирные переговоры. Если мы согласимся, нас обвинят в том, что мы уступаем военному преступнику, сказал дипломат ЕС в интервью RMF-FM, подытожив, что любой выбор будет плохим. Поляки надеются, что Путин полетит через Сербию, так как и сам не захочет пролетать над Польшей. СМИ напоминают об авиакатастрофе 2010 года под Смоленском, в которой разбился самолет Ту-154, на борту которого находилось руководство Польши, от президента страны Леха Качинского с супругой до ведущих военачальников и дипломатов. В то же время в Литве заявили, что не считают возможным, чтобы российский президентский самолет залетел в воздушное пространство их страны, и вновь говорят об аресте Путина. С другой стороны, мы должны придерживаться принципов Европы, о которых мы все договорились. Единственное место для Путина в Европе – это Гаага, перед Гаагским трибуналом, а не в одной из наших столиц. Напомню, в Кремле пока не раскрывали детали логистики перелета Путина в Будапешт. Зеленский отправляется в Лондон перед предстоящим саммитом Трампа и Путина. В Великобританию слетаются представители коалиции желающих. Срочное заседание состоится на фоне растущего недовольства в Европе из-за исключения Украины из переговоров в Будапеште. Об этом пишет The Guardian. Встреча назначена на 24 октября. Зеленский собирается добиться гарантий безопасности для Киева, пишет западная пресса. Объявление о встрече в Лондоне прозвучало вскоре после того, как глава дипломатии ЕС Кая Каллас предупредила. Хотя она считает, что Трамп искренне хочет мира, никакие переговоры не принесут результата, если в них не будут участвовать Украина и Европа. По ее словам, давление на Украину – не тот путь, чтобы закончить войну. Зеленский ищет поддержки и помощи в Европе после второго скандального визита в Белый дом, а потому разочарование от этой встречи станет главной темой дип-переговоров этой недели, уточняет Вашингтон-Пост. Издание публикует уже новые детали того, как Трамп вел себя с Зеленским. Американский президент предлагал быстрый вариант завершения войны и жаловался на то, что не получил Нобелевскую премию. Европейский дипломат, проинформированный о встрече в Белом доме, назвал ее хаотичной и добавил, что Трамп также без конца говорил о своих обидах из-за того, что ему не дали Нобелевскую премию мира. По поводу конфликта посыл был таков: Россия хочет только Донбасс, это хорошая сделка, Путин хочет завершить войну, и это можно сделать быстро, сказал дипломат. На Западе говорят о победе Путина. Европейские дипломаты в интервью Вашингтон-Пост заявляют, что после Аляски Кремль вновь взял свое. Далее цитата. «Общее ощущение было, что Путин знал, что делает, и достучался до Трампа. Другими словами, телефонный разговор оказал большое влияние». Конец цитаты. Зеленский при этом вновь заявил, готов лететь в Будапешт, но также допустил плохой сценарий для Украины. Трамп и Путин могут обо всем договориться за спиной Банковой. Зеленский в интервью украинским журналистам косвенно обратился к россиянам. Даже когда кажется, что вы в тупике, он еще не настолько глухой. Вторая история. Никогда не надо делать ничего плохого для своего дома. И это приоритет. Если конфигурация, где Америка посередине, это одна история. А если конфигурация такая, что давление только на Украину, никто не выйдет победителем. Мы не дадим победу русским.
США устали от войны и давят на Киев, чтобы заставить согласиться на несправедливый мир. В этом уверены более половины украинцев. Об этом свидетельствуют свежие данные опроса Киевского международного института социологии. Доля тех, кто видит в США надежного союзника, снизилась до 38%. Тогда как число убежденных, что Вашингтон давит на Украину ради уступок Москве, выросло с 38 до 52%. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении Европы. Доверие к ней упало, а ощущение давления растет. Социологи отмечают, что это первый за долгое время спад доверия к западным партнерам, и он совпал с обсуждениями мирных переговоров при участии Трампа и Путина. Трамп же накануне заявил, что не думает, что Украина победит, но не исключает такой вариант. Можете ли вы объяснить, почему несколько недель назад на Генассамблее ООН вы сказали, что Украина, возможно, сможет выиграть войну и сохранить свои территории, а теперь кажется, что ситуация изменилась? Ну, они могли бы. Они все еще могут выиграть. Я не думаю, что они выиграют, но они могли бы. Я никогда не говорил, что они выиграют. Я сказал, что они могут выиграть. Все может случиться. Знаете, война — это очень странная вещь. Происходит много плохого. Происходит и много хорошего. Если посмотреть на Ближний Восток, я бы сказал, что до того, как мы так сильно ударили по Ирану, мы не могли бы заключить ту сделку, потому что над Ближним Востоком нависала темная туча. США при этом наносят удар и по Европе. Вашингтон тормозит план G7 по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины, сославшись на риски для стабильности мировых рынков. Этот шаг стал неудачей для Европейского Союза, который пытался убедить остальные государства G7 поддержать его предложение использовать замороженные активы Центрального банка России в качестве залога для привлечения кредитов на сумму до 140 миллиардов евро, около 160 миллиардов долларов США для Украины. Друзья, как считаете, каким будет путь Путина в Будапешт? Будет ли коридор над Польшей или же нет? Напишите ответ в комментариях. Не устану вас благодарить за поддержку лайком. Вы невероятные. Спасибо, что слушаете и слышите. Это очень ценно. А я продолжаю. Потеря территории. ВСУ в ближайшие недели могут отступить из Купянска. Это город в Харьковской области. О том, что ситуация на грани, пишет мониторинговый канал Deep State. Там уточняют, что уже скоро станет ясно, устоит ли город или оборона ВСУ рухнет. Российские штурмовые группы, находящиеся в городе, наращивают силы и рвутся к переправе в Купянске-Узловом. Давление растет, в городе много сил ВС РФ, украинские военные при этом проводят рейды в центре города. Ближайшие недели станут решающими для судьбы Купянска. Либо силы обороны Украины найдут резервы для стабилизационных действий, либо, к сожалению, враг накопит критическую массу своей пехоты. Несмотря на бои в городе, ситуация на восточном берегу Оскола остается относительно стабильной. Перед тюрьмой на приеме у Макрона. Бывший президент Франции Николя Саркози, который уже сегодня отправляется за решетку, за несколько дней до начала отбытия своего срока посетил Елисейский дворец, где лично встретился с Эммануэлем Макроном. Подробности встречи не разглашаются, но действующий глава государства позже заявил, что с человеческой точки зрения было естественно принять одного из своих предшественников в такой ситуации. Это была цитата. Теперь Саркози готовится к самому громкому падению во французской политике за последние десятилетия. С 21 октября он начнет отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в Париже. Парижский суд приговорил 70-летнего политика к 5 годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании его президентской кампании 2007 года ливийским правительством Муаммара Каддафи. Несмотря на апелляцию, суд распорядился немедленно исполнить приговор без отсрочек и привилегий. Самарканд закрывается и уходит на двухнедельный карантин, но необычный. С 30 октября по 14 ноября въезд в этот город Узбекистана будет перекрыт. И все ради грандиозного события. Туда приедут участники 43-й Генеральной конференции ЮНЕСКО. МВД уже предупредила, лучше отложить поездки. Для транзитного транспорта власти обещают маршруты в обход города и даже флайеры с QR-кодами, ведущими на онлайн-карты. Но по сути Самарканд на 2 недели превратится в закрытый город. Только делегации, охрана и спецпропуска. Форум ЮНЕСКО станет одним из крупнейших международных событий года для Узбекистана. Перекрытие и изменение маршрутов ожидается и в самом городе. Пресса Узбекистана пишет, что решение провести сессию в Самарканде стало актом доверия и признания международного авторитета страны. Ведь за 40 лет ни одна другая страна не принимала у себя Генеральную конференцию ЮНЕСКО. Символизм выбора очевиден. Самарканд – город, где когда-то пересекались караваны шелкового пути, а сегодня цифровые и культурные потоки 21 века.
Здесь, под сводами Регистона, где звучали лекции восточных мудрецов, теперь обсуждают будущее образования, науки и культуры. Среди ключевых тем конференции сохранения культурного наследия – этика искусственного интеллекта, устойчивое развитие, климат, креативная индустрия и роль женщин в науке. И напоследок, как всегда, новость для настроения и обсуждения. Мужчины спешат под венец. Новое исследование показало, что именно они, а не женщины, чаще торопятся в отношения и брак. Таковы результаты опроса Института Кинси и портала datingnews.com. Исследователи опровергают распространенный стереотип о том, что женщины чаще стремятся к серьезным отношениям. Опрос 2000 одиноких американцев показал, что именно мужчины чаще хотят ускорить развитие отношений. 28,6% готовы раньше съехаться с партнершей, а 18,8% быстрее вступить в брак. Среди женщин эти показатели ниже – 18,8% и 13,7% соответственно. Основная причина не романтика, а экономика. Многие мужчины признают, что готовы пойти на серьезные шаги, чтобы сэкономить на жилье и расходах. Но эксперты отмечают и психологический фактор. Для мужчин отношения часто становятся главным источником социальной и эмоциональной поддержки, в то время как женщины чаще получают ее от друзей и семьи. Ученые предупреждают, современное давление на мужчин и традиционные представления мужественности мешают им открыто выражать эмоции и искать близость вне пары. В результате именно мужчины чаще чувствуют себя одинокими и быстрее стремятся к браку, чтобы восполнить этот эмоциональный дефицит. Как вам такая статистика? Согласны или нет? Пишите в комментариях. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. Спасибо вам всем. До встречи уже завтра.